Слышали ли вы когда-нибудь об Андре Гиганте? В этом ролике вы узнаете всю историю его недолгой жизни, а также о том, как сегодня живет его дочь. И действительно ли она такая же гигантская, как отец? Детство великана. Андрей Рене Русимов родился 19 мая 1946 года в маленьком французском городке Куламье в семье болгарско-польских эмигрантов спустя год после окончания Второй мировой войны. Он был третьим ребенком в многодетной семье и рос на ферме вместе с двумя братьями Антуаном и Жаком, а также сестрами Эллен и Морисет. Андрей не всегда был огромного роста. В детстве он был совершенно нормальным, ничем не выделяющимся ребенком. Однако к 12 годам он вырос настолько, что не помещался на сиденье школьного автобуса. Родители не видели в огромном росте сына ничего плохого, потому что с такими габаритами Андрей мог с большей пользой помогать по хозяйству. Андрей хотел научиться играть на гитаре, но в итоге мечту реализовать не получилось из-за слишком больших и толстых пальцев. Во французскую армию Андрея тоже не взяли из-за медицинской комиссии, где ему сказали, что он слишком большой и подходящей формы для него не найдется. В 17 лет он уже возвышался на 190 сантиметров, а вес его был 130 килограммов. В этом возрасте Андрей принял решение заняться рестлингом, который тогда становился очень популярным. Начало карьеры. После переезда в Париж Андрей решил изменить свою жизнь и устроился на подработку грузчиком. Параллельно он начал тренировки, чтобы осуществить свою давнюю мечту – стать известным борцом. Он выступал под псевдонимом Джиант Ферре и сотрудничал с промоутером Фрэнком Валуа. Тот организовывал для него бои во Франции, Великобритании, Австралии и африканских странах. Андрей постоянно участвовал в боях и каждый раз побеждал соперников. Его уникальные физические данные не оставляли противникам ни единого шанса. Именно там монстра Русимова, как прозвали Андре, и заметил боец французско-канадский происхождения Эдуард Карпантье. Он привел веские доводы, позволившие родителям парня отпустить его на переезд в Канаду, так как его ждали большие перспективы. В 1970 году Русимов отправился в Японию, где впервые стал известен под именем Монстр Андре. Во время прохождения медицинских тестов в Японии ему поставили диагноз акромегалия. Это заболевание характеризуется усиленной выработкой гормона роста, которая не останавливается даже после достижения зрелости. В результате у человека увеличиваются размеры тела. Подобные проблемы были у таких известных рестлеров и актеров, как Игорь Вовковинский, Биг Шоу и Гигант Гонсалес. Двое из них умерли, не достигнув 50 лет. Врачи предупредили Андрея, что без операции он может не дожить и до 40 лет. Но рестлер боялся потерять то, что сделало его звездой – выдающиеся физические данные. Он решил принять свою судьбу и прожить столько, сколько отмерено. Популярность и съемки в кино. Андрей выбрал псевдоним «Гигант» и начал сотрудничество с американским рестлинг-промоушеном. На ринге он предстал перед публикой в образе непобедимого великана. Его соперничество с Джоном Стадом и Киллером Ханом привлекло внимание зрителей. Его называли «восьмым чудом света». С Халком Хоганом Гигант провел два поединка. В 1987 потерпел поражение, а годом позже одержал победу, получив большие призовые. Из-за прогрессирующей болезни Андре становилось все труднее удерживаться на ринге, поэтому его часто приглашали участвовать в командных шоу. Параллельно со спортивной карьерой Андре снимался в кино. Он запомнился зрителям ролями Нестора Варгаса в «Зорро» и Дагота в «Конане Разрушителе». Но самым любимым образом актера стал Фезик из фильма сказки «Принцесса невеста». В фильме Гигант должен был поймать героиню Робин Райт на руки, но из-за перенесенной операции на позвоночнике ему пришлось воспользоваться страховкой. Но это никак не испортило впечатление о картине. Болезнь костей причиняла мужчине страдания, которые он пытался заглушить алкоголем. За это ему присудили неофициальный титул величайшего пьяницы. Его друзья говорили, что Андрей мог выпить от 119 до 156 банок пива за вечер. Величайший пьяница. В Канаде Андрей заслужил прозвище «Андрей Гигант», которое сопровождало его до конца жизни. Он одерживал победы и стремительно продвигался в карьере. В 1974 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый рестлер того времени. Однако за глаза его называли величайшим пьяницей на земле. Прозвище было не случайным. Немногие могли похвастаться тем, что способны выпить 42 литра пива за 6 часов. В одном из документальных фильмов двое знакомых Андрея подтвердили, что лично видели, как он за один вечер выпил более 73 литров пива. Пожалуй, самым известным эпизодом карьеры пьяницы Андре стал вечер, когда он, сидя в лобби отеля, выпил 127 банок пенного напитка и уснул прямо за столом. Сотрудники отеля пытались сдвинуть Гиганта с места, но в итоге были вынуждены оставить его сидеть там, где он был, пока Андре сам не проснулся на следующее утро. Не такой, как все.
Документальный фильм, снятый в 2018 году, пролил свет на причины, по которым Андре выбрал такой образ жизни. Оказывается, он постоянно испытывал боль, особенно в спине и коленях. Его суставы не выдерживали огромного веса и роста. Проблемы Андре можно было частично решить с помощью операции на гипофизе. Она позволила бы остановить рост и дать телу возможность адаптироваться самостоятельно или с помощью дополнительных операций. Однако Андре категорически отказался от этой идеи. Вся его карьера, вся жизнь были построены на том, что он такой огромный, и идти под нож, чтобы остановить свой рост, казалось ему совершенно неправильным решением. Постоянная, порой невыносимая боль была не единственной проблемой Андре. Вся окружающая обстановка была приспособлена для людей меньшего размера. Проехаться в обычном автомобиле было невозможно, зайти в лифт проблематично. Андре пришлось построить дом, где все, от дверных проемов до мебели, было сделано на заказ для его гигантских габаритов. Андре нуждался в одежде и обуви, сшитых по индивидуальным меркам. Мастерские старались учитывать сильную нагрузку на ступни такого высокого и тяжелого человека. Во время перелетов Андре приходилось занимать 2 кресла, а поход в туалет на борту самолета был для него невозможен. Он не помещался в кабинку. Чтобы как-то выходить из ситуации, экипажу приходилось занавешивать Андре тканью и предоставлять ему ведро, чтобы тот сходил в туалет, не вставая с кресла. Эти моменты мало способствовали уверенности в себе. Постоянное напоминание о том, что он отличается от других, ранило его. С одной стороны, вся карьера построена на этом отличии, но с другой, ежедневное напоминание, что ему нет места в обычном мире. Эта двойственность постоянно подталкивала Андре к алкоголю как к единственному способу отрешиться от действительности. Так думали его друзья. Ранняя смерть. Андре Гигант, самый высокооплачиваемый рестлер мира, был окружен выдающимися спортсменами и актерами. Среди его друзей были Мохаммед Али, Арнольд Шварценеггер и Питер Майвиа, дед голливудской звезды Дуэйна Джонсона. Спортсмен скончался 27 января 1993 года в гостинице, куда он приехал на похороны отца. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Организм больше не мог выдерживать нагрузку при весе 255 килограммов и росте 224 сантиметра. Борец завершил карьеру в 1992 году и уже не выступал на ринге. Семья хотела похоронить гиганта рядом с отцом, но по завещанию тело было кремировано, а прах развеян на ранчо рестлера в ЛРБ. Там Андре любил проводить время, посвящая его уходу за животными и играм с любимой собакой. После смерти Андре Гиганта все его состояние перешло к дочери Робин. При жизни рестлер мало с ней общался и вообще не хотел признавать, так как никогда не был женат на ее матери. Личная жизнь. Андре Гигант, о чьей личной жизни известно немногое, никогда не вступал в официальный брак. Тем не менее, у него есть дочь от Джин Кристенсен, Робин Кристенсен Русимова. Андре, страдавший алкогольной зависимостью, провел короткое время с Джин, экс-моделью, затем работавшей журналисткой. Их союз оказался непрочным, и неясно, заключали ли они брак официально. Хотя существуют сведения о проведении какой-то формы свадебного ритуала, никаких юридических подтверждений этому нет. Вероятно, они разошлись задолго до появления на свет их общей дочери, рождение которой стало сюрпризом для обеих сторон. Джин поделилась воспоминаниями с репортером в начале 1990-х годов, рассказав, что полагала, будто ее партнер бесплоден. Андре изначально отрицал свое отцовство, и понадобился анализ крови, чтобы подтвердить его причастность к рождению девочки. Впоследствии он стал выплачивать Джин алименты в размере $750 ежемесячно, позже увеличив эту сумму до $1000. Робин Кристенсен Русимова. Робин Кристенсен Русимова родилась в 1979 году. Несмотря на признание Робин, звездный отец редко поддерживал контакт с дочерью и оказывал материальную помощь весьма скромно. По словам Джин Кристенсен, к 12 годам Робин видела своего отца всего 4 раза. Однажды во младенчестве, второй раз в возрасте около 1,5 лет, третий раз в 4-летнем возрасте и последний раз в ноябре 1991 года, где встреча продлилась всего 5 минут. Подрастая, Робин осознавала, что ее знаменитый родитель оставался для нее практически незнакомцем. В одном из интервью она отметила: «Он вроде как мой отец, но одновременно и нет». Вы понимаете? Повзрослев, Робин продолжала испытывать двойственное отношение к отцу. Она старалась узнавать о нем больше, общаясь с коллегами-рестлерами, но, как признала в беседе с CBS Sports в 2015 году, если ты не принадлежишь к этой индустрии, крайне непросто добиться откровенности. Несмотря на это, Робин допускала мысль, что при большей продолжительности жизни Андре и их отношения могли бы стать ближе. Впрочем, несмотря на все, Андре позаботился о дочери в своем завещании, оставив ей значительную долю дохода от продаж своих товаров, которыми она пользуется по сей день. Что касается внешнего
внешнего сходства Робин с Андре, то оно очевидно: небольшие глаза, массивный подбородок и крепкие скулы. Признаки гигантизма также нашли отражение в ее внешности. Рост Робин составляет 180 сантиметров, а вес перевалил за 100 килограммов. Сегодня Робин известна под прозвищем «Дочь Андре Великого», которое она приняла, продолжив путь своего отца в рестлинге. Работая в том же промоушене, она зарабатывает порядка $500 тысяч ежегодно. Однако, в отличие от своего легендарного родителя, Робин не столь публична и избегает общения с прессой. Личную жизнь она держит в строгом секрете, и известно, что она никогда не была замужем. В 2024 Робин отметила свой 45-й день рождения и наслаждается жизнью. Она ценит свободу и часто путешествует, игнорируя общественные стандарты. Фильм в память об отце. Согласно изданию CBS Sports, Робин активно участвует во всех проектах, связанных с использованием имени или образа ее отца Андре Гиганта, будь то видеоигры или товары. В 2017 году Робин посетила мероприятие WWE SmackDown, где встретилась с Натальей Нейтхарт, дочерью одного из бывших соперников Андре, Джима Нейтхарта. В интервью Sports Illustrated в 2020-м Робин рассказала о наиболее известной киноработе своего отца. Она призналась, что впервые узнала о его участии в фильме «Принцесса-невеста» 1987 года, увидев его на экране в образе великана Федзика. Когда мама привела меня на этот фильм, я до сих пор помню момент, когда они решили похитить Лютика. Я тогда воскликнула: «Это мой папа», — вспоминала Робин. Отец был невероятно горд этой ролью. В некотором роде он воплотил самого себя в этом персонаже. Он был настолько добрым. Каждый вложил столько души в свою работу, и это было очевидно. Кроме того, Робин упомянула, что ее отец сотрудничал с такими талантливыми актерами, как Мэнди Паттинкин и Кэрри Элвис, который впоследствии пригласил ее на просмотр фильма в Бруклине. Из всех людей, с которыми он работал в мире рестлинга и киноиндустрии, Кэрри был тем, с кем мне особенно приятно общаться о моем отце, поделилась Робин с CBS Sports. Когда вышел документальный фильм «Андре Гигант», Робин дала несколько интервью. В частности, она выразила надежду, что картина поможет поклонникам лучше понять, каким человеком был ее отец, не только как Андрей Великий, но и просто как человек. «Эта личность никогда не имела для меня большого значения», — говорила Робин. «Когда я видела его, он был моим папой, ведь я наблюдала за ним вне ринга. Я не следила за матчами, но видела его за кулисами. Поэтому я видела его до и после, но не во время. Он действительно был добрым гигантом». Робин Кристенсен Русимова стала настоящим продолжением Андре Гиганта, несмотря на их сложные отношения при его жизни. От ошибок никто не застрахован, и, возможно, сейчас, глядя с небес на свою дочь, он поистине гордится ею. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Правильно ли, что Робин пошла по стопам отца? А у меня на сегодня все. Всем удачи и пока-пока.